Так, как я и обещала, я буду экспериментировать. Я беру вот такую морилку, светлый орех, ясень, и всю ее высыплю сейчас сюда. Сейчас открою пакетик, высыплю и покажу, что будем делать дальше. Так, это у меня приготовлена вода горячая. Беру лак. Девочки, у меня остатки вот этих хаски, я все домучить не могу. И он как раз густоватый такой. Я прямо вот таких 2 ложки смачных положу. Вот таких вот прям. Так. Все это размешаю. У меня там какая-то капля воды была, потому что стакан мыла. Поэтому... Ну, цвет на самом деле такой темно-коричневый, ничегошний. Потихонечку буду добавлять воды. Вот таким образом я доведу сейчас до целого стакана. Мне надо покрасить 350 трубочек. Ну что, развела. Выливаю. Вроде без осадочков даже. Купаем трубочки. Слушайте, а цвет такой, ничего ж не получился. Что-то я зря такой. Просто вот плохо, видно, перемешала. Есть такие проплешинки, ну, ничего страшного. Ну вот, начинаем выплетать нашу сумку для ноутбука. Длина у меня будет, ширина, вернее, 40 сантиметров. У меня получилось 2, 4, 6, 8, 10, 15 стоек. Сделала стойки двойные. Вот от 0 до 40 сантиметров. Дальше буду выплетать ситцем. Одну часть половины нашего сумки будет у меня просто ситцем. Так, дорогие друзья, вот такое полотно ситцевым плетением я сплела. Плела я его 2 цветами, как видите, коричневым и светлым. Это светлый такой бежевый получился у меня. Вот. Всего у меня светлых 40 рядов. Ну, по краям считаю, здесь 40 и здесь 40, чтобы получилось. И получается 1, 2, 3, 5 рядов получается. Я сплела окантовку. Вот так он у меня с другой стороны. То есть плела темными на светлых стойках и добавила светлого. И просто сделала обычную загибку. Сложила пополам. Смотрю, что у меня все достаточно ровно. Еще, девочки, когда плетете, можно загнуть, так как вам нужно по ноутбуку, и выплетать уже непосредственно по задней стенке, чтобы у вас они были одинаковые. Что хотела я показать. Ну, ситец я не стала показывать. Мы его с вами миллион раз уже плели. Многие знают. Здесь я плела одной трубочкой. Туда-обратно, туда-обратно. Ну, для того, чтобы вот здесь вот были такие достаточно, просто одинарные ровные края. Дальше сейчас я все хвосты вот эти обрезаю. Обрезаем хвостики. Так. Прям близко-близко к краю. Ну, соответственно, самые длинные хвосты. Как делаю загибку? Я беру трубочку, сминаю ее в руках.
кончик срезаю наискосок вот таким образом. Вот этот кончик промазываю клеем. Так, прямо жирненько. Дальше беру верхнюю часть и подставляю вот таким образом. Дальше ногтем помогаю себе, подгибаю, довожу до средней. Опять можно ножнички использовать, ну, для загибки. Я это делаю ногтями, срезаю шилом. Расширяю. Кончик вот на второй смазываю клеем. Можно этого не делать, когда вы будете грунтовать, лакировать. Все это все равно все схватится и склеится. Убираю, подставляю одну и тут же подставляю вторую. Все. Снова накаточком до нужной, ну, следующей стойки. И опять подрезаю, мажу клеем и вставляю. Вот наша часть закончилась. Дальше мы грунтуем, лакируем и полностью сушим. Перед тем, когда я грунтую, я вот сюда кладу пакет и какую-нибудь штуку, чтобы между собой они не склеились. Вот. Можно взять деревяшку там или еще что-нибудь. Главное завернуть в пакет, чтобы оно все не приклеилось и не деформировалось. Либо вы полностью полотно покрываете, если оно у вас не согнуто. Вот. Я сгибала сразу по ноутбуку, поэтому делала вот таким образом. Так, ну вот смотрите, у меня ручки вот с такими пробойниками, да. Я их обрезаю. Ну, кто хочет, может пришить, тогда ими можно воспользоваться. Так как я буду ставить на винты, мне они не понадобятся. Я беру линейку металлическую, нож острый, коврик для резки и подставляю, и вот прям вплоть по дырочке. Так как сумка у меня будет достаточно нелегкая, я буду устанавливать на ременные винты и минимум на 2. И второй винт поставлю вот здесь. Вот таким образом. Дальше беру пробойник и со всех сторон делаю одинаково. Устанавливаю подклад. Я по внутренней стороне подложила материал, который буду приклеивать. Вырезала, ну, с отступом. Где-то 2 сантиметра точно. И буду сейчас приклеивать на полимерный клей. Прямо аккуратно, стык в стык. Вот сюда. И по всем краям. Для того, чтобы закончить нашу уже сумочку для ноутбука, нам осталось ее сшить и установить ручки. Чем можно сшивать?
Первое, что это очень хорошо, шляпная резинка. Почему? Она тянется. И если у вас ноутбук широкий, да, то спокойно будут расходиться и сходиться ваши нити. У меня белый или коричневый не оказалось, черная будет стрёмно смотреться, поэтому у меня пока шляпная резинка отходит в сторону. Вот я нашла черную вам показать. Я, скорее всего, буду сшивать кожей. Второй вариант, который можно сшивать, это нить вощеная. Но это если жестко сшить, и дальше у вас ваша сумка двигаться не будет. Я такой вариант откладываю, но так как вот есть такой вариант, я вам его показываю. Есть третий вариант сшивания. Это куски, отрезки кожи. Такие тонкие. Покупала я их на Валберес. Они не тянутся. То есть это натуральная кожа. Просто сделана вот в такие веревочки. Так как у меня нету шляпной резинки, а мне все-таки нужно уже изделие закончить, да, я использую вот этот кожаный шнур. Я поэтому кладу ноутбук сразу и по нему делаю шов. Получается вот такая конструкция. Здесь я тоже подправила и прям вдавила, так сказать, туда ноутбук. И делаю тоже здесь виточки. Как я делаю в таком, решила сделать в таком случае. Я здесь буду проводить только за петли, за сами петли. Здесь главное, чтобы у нас ноутбук влазил. При шляпных резинках резинка растягивается. И есть возможность ноутбуку поместиться, да, в наши параметры. А так как у меня нет шляпной резинки и есть только кожа, я исхожу из этого и делаю вот такие манипуляции. То есть я пропустила, протянула через себя, вот такую петельку сделала. И прохожу здесь вот от средней, раз, два, три, в четвертую петлю. Тут будет немножко тяжеловато. Я вам покажу тоже буквально пару петелек. Так, протаскиваю. Вот, протащила. Получилось у нас. Дальше я беру, вставляю через 2, раз, два, в третью. Таким образом. Верхние легче вставлять, нижние потруднее. Но ничего страшного, мы с этим справимся. Я вам сейчас покажу главное. Так, вот так подставили, протянули и в петельку продели. То есть каждый раз, когда я ухожу в верхнюю петлю, я делаю вот такую манипуляцию. Протаскиваю, и получается такого своего рода восьмерка. Сейчас я закончу, и уже увидите полностью готовое изделие.